Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. США заместили Россию в Европе, а сейчас собираются выкинуть и Катар. Покроют ли планы по новым мощностям СПГ в США выпавшие объемы на Ближнем Востоке? Ближний Восток оставил Европу без газа, а Россия заявила о перспективах досрочного прекращения поставок на европейские рынки газа. Александр, что будет с рынками газа и каковы будут перспективы, можно сказать, мирового рынка газа? Ну, как я тут перед записью Максиму сказал, разговор на самом деле на часа на два на эту тему, но попытаемся уложиться в чуть более разумные рамки 15 минут наших стандартных роликов. И для этого сначала обозначим, сколько газа нужно Европейскому Союзу. Неизвестно, сколько газа нужно Европейскому Союзу, потому что это показатель плавающий, особенно последние лет 5. Или даже 6. То есть после 2020 года включительно показатель очень сильно скакал в разные стороны, как снижаясь, так и увеличиваясь. И сейчас мы находимся в стадии, когда он восстанавливается после значительного спада периода 2022-2023 годов. Собственно, снижение началось во второй половине 2021 года, потому как именно во второй половине 2021 года, а точнее летом 2021 года, начался мировой энергетический кризис, когда цены на газ стали стремительно расти во всем мире, включая Европейский Союз, но не исключая его, не ограничиваясь им. Цены, правда, росли исключительно в биржевом сегменте, в том сегменте, который связан с нефтяной привязкой. А есть два способа ценообразования на газ. Первый – это биржевая привязка, то есть газ как самостоятельный товар. Второй способ ценообразования – это нефтяная привязка, то есть когда вы цену по своему контракту привязываете к корзине нефтепродуктов. Так вот, что мы с вами наблюдали после 2021 года? Мы с вами наблюдали многочисленные явления на рынке газа, которые по большому счету для Европейского Союза сводились к тому, что потребление рушилось. То есть в декабре 2021 года $2000 за 1000 кубических метров. Да, в декабре 2021 года. Не в 2022, в 2021 года $2000 за 1000 кубов. Показатели, во-первых, падают, во-вторых, растет импорт СПГ. Притом СПГ американского. И я знаю позицию ряда своих коллег, которые, например, изложили ее в статье. Статья опубликована сейчас на нашем портале Инфотек. Можно зайти почитать противоположную точку зрения относительно планов Соединенных Штатов. Я сейчас буду излагать точку зрения, которая по большому счету заключается в том, что Соединенные Штаты не планировали то, что сейчас происходит. Важное для нас обстоятельство заключается в том, что резкий рост притока американского СПГ на европейский рынок наблюдался с января 2022 года. Января. Этот приток был связан с тем, что в Европе были самые выгодные цены на планете Земля. Но я же сказал, что они везде выросли. Да, они выросли везде, но ввиду специфики ценообразования, ввиду специфики определенной рынка Европейского Союза, он стал премиальным, и туда устремились все, кто мог перепродать какие-то объемы, которые не были связаны конечной точкой поставки. Опять же, в силу организации бизнеса, это преимущественно американские СПГ. И основные риски с поставками американского СПГ несут на себе не американские компании. Это в первую очередь компании из Европы и компании из Азии, у которых контракты с заводами, производящими СПГ на территории США. И вот представьте, вы видите в декабре, что $2000 за 1000 кубов. И у вас есть какие-то объемы, которые вы хотели сначала продать в Китай. Но вы видите $2000, и вы идете на этот путеводный маяк, потому что $2000 за 1000 кубов на дороге не валяются. Вы на всех парах, просто на веслах, на чем угодно, тащите свой танкер туда, в Европу, и уже заранее продаете эти объемы. 0 миллиардов кубических метров, 0 миллионов, тысяч, 0 кубических метров было поставлено в Китай из Соединенных Штатов в январе 2022 года. Все эти объемы ушли в Европу. Вообще все, кто мог продать что-либо в Европу, продал в Европу.
Я не буду сейчас углубляться, еще раз, у нас короткий ролик, а то можно было бы объяснить, почему Китай так спокойно отнесся к тому, что какие-то объемы взяли, утащили куда-то там в Европу, спокойно отнесся. Вот, стали продавать в Европу. Выросли поставки. То есть не цены, не стали продавать газ из США и цены в Европе выросли, а цены в Европе выросли, и туда выросли поставки газа из США. А как же так? Вот в 24 году, прошу прощения, в 25 году поставки из США вообще чудовищно выросли. Там какой-то рост с 50 с небольшим миллиардов кубов до 83 миллиардов кубов, если мы считаем в регазифицированном объеме. Да, действительно, очень большой был рост. Во-первых, он был связан с тем, что в 2024 году было снижение поставок из США примерно на 11 миллиардов кубов. То есть из США газ на 11 миллиардов просел относительно 2023 года, в 2024, то есть такая низкая база образовалась. Кроме того, был перекрыт украинский транзит, и европейским компаниям надо было где-то покупать газ, где, ну вот, Штаты. Кроме того, там еще выросли объемы производств, что позволило компенсировать выпадающие объемы со стороны Российской Федерации, при том, что другие направления, точнее одно направление российских поставок, которое осталось, это турецкий коридор поставок, его нагружали на максимально возможные объемы. По крайней мере, как представляется на данный момент. На мой взгляд, там можно еще было бы побольше прокачать, но тут мы упираемся уже в вопросы сезонных колебаний спроса и в то, что нужно на профилактику турецкий поток останавливать. Это делается где-нибудь так в июне, на недельку останавливают, и потом поставки восстанавливаются до прежних объемов. Вот. То есть у вас... прошу прощения. И начал восстанавливаться спрос. То есть происходило в Европе частичное восстановление спроса на газ. Итак, низкая база 2024 года, выпавшие объемы со стороны украинского коридора поставок, который осуществлял прокачку газа из России в Европу, и восстановление спроса. Низкая база, исчезает одно из направлений, и восстановление спроса. Хопа, где-то газ надо брать, где, а вот, пожалуйста, из Соединенных Штатов мы можем его импортировать. И в прошлом году совокупный экспорт СПГ, опять же, в пересчете на регазифицированный объем, из Соединенных Штатов составил где-то 150-156 миллиардов кубических метров. Этот объем к концу текущего десятилетия может удвоиться. А теперь смотрим на Катар. В Европу Катар поставляет скромные менее 20 миллиардов кубических метров. Менее 20 миллиардов кубических метров, казалось бы, ну и что? Ну и надо заместить просто моментально поставками из тех же самых Соединенных Штатов. Почему нет? Но тут есть одна проблема. Европейские и азиатские рынки напрямую связаны. Их биржевые котировки полностью на 100% влияют друг на друга. Это уже не какое-то такое скромное, опосредованное влияние, которое приводит к незначительным колебаниям. Нет, если поднимается цена в одном регионе, должна подняться и в другом регионе. Чтобы разница между этими ценами была не более 20%. Это эмпирический показатель, выведенный из движений ценовых, которые наблюдались на протяжении последних лет, пожалуй, 6, даже там с конца 2019 года вот по настоящий момент. И влияние это связано, то есть разница это связана с транспортными расходами, которые необходимо понести для доставки газа на расстояние от Европы до Азии. То есть вы не можете бесконечно туда-сюда метаться со своим газом. Вот, и вы должны учитывать транспортные расходы при оценке той прибыли, которую вы можете получить. Я немного утрирую ситуацию, но опять же просто из-за хронологических ограничений. Так вот, и вот тут мы приходим к следующему обстоятельству, что Катар 80% своего газа отправлял в Азию. В Азии уже нарастает дефицит ввиду того, что эти объемы выпали из-за блокировки Ормузского пролива. А значит, вам надо где-то газ взять. Где? Возвращаемся к тезису о том, что в основном конечной точкой поставки не связаны объемы, производимые в Соединенных Штатах. Ну и начинается борьба за эти объемы. Просто за другие объемы бессмысленно биться в текущих условиях. Их нету. Если, опять же, там ряд незначительных оговорок отбросить, нету этих объемов, за которые вы могли бы биться просто для того, чтобы переманить их у европейцев и насытить свой азиатский рынок.
Катар поставляет на зарубежные рынки порядка, ну, примерно 110 миллиардов кубических метров. В 2026 году объемы производства должны были вырасти, но во второй половине года. В целом, в 2026 году объемы производства СПГ в мире должны были увеличиться на 40 миллиардов кубических метров. Порядка 85% от этих объемов это Северная Америка. Это не только США, в Северной Америке есть еще Канада, Мексика, но в основном это Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки как производитель газа. И тут, да, я отдам должное тому, что часть этого газа, притом значительную часть этого газа, нового, не всего, а нового, новых объемов, будут продавать уже непосредственно компании, которые либо сжижают газ, либо вот имеют какое-то прямое отношение к Соединенным Штатам. Но тут мы невольно отскакиваем в сторону и задаемся вопросом о возможном избытке предложения, который должен был возникнуть в 2026 году на мировом, угроза которого возникала с 26 по 28 годы на мировом газовом рынке. При том, что термин «мировой газовый рынок» я использую с высокой степенью условности, потому что в реальности мирового газового рынка нет. Есть крупные региональные рынки, вот такой евразийский рынок, североамериканский рынок, там австралийский рынок и так далее. Но в какой-то степени каждый из этих рынков на другой влияет. В большей или меньшей степени. Евразийский рынок, точнее азиатский и европейский рынки, которые мы так объединяем в евразийский сверхрынок, колоссальное влияние на остальных оказывает, ну а рынок Соединенных Штатов в меньшей степени влияет на рынок той самой Евразии. Вот, после этой оговорки замечаю, с 26 года из-за резкого роста производства СПГ возникала угроза избытка предложения. И эта угроза должна была нарастать в 2027 году еще больше и в 2028 году. По большому счету, к концу десятилетия объемы предложения СПГ могли вырасти практически на 300 миллиардов кубических метров. Для понимания масштабов сейчас где-то полтриллиона, ну более полутриллиона, ну именно для понимания масштабов, а не для точных, предельно точных цифр. Вот примерно полтриллиона торгуется в виде СПГ, там, чуть более, но не суть. И дополнительно 300 миллиардов в этом сегменте появляется. Основные поставщики, точнее основные производители, это Катар и Соединенные Штаты. Те, кто должны были вот эти дополнительные объемы на мировой рынок вбросить. Притом порядка 150 миллиардов из этих примерно 300 это Штаты. То есть у них сейчас 150-156, вот еще они там 140-150 миллиардов могли бы вбросить к 30 году. Успеет ли рынок за этим объемом? Будут ли все эти номинальные мощности превращаться в объемы, которые будут производиться и поставляться на внешние рынки? Это вопрос дискуссионный, и именно из-за его дискуссионности мы говорим о риске избытка предложения, о риске падения котировок биржевых, о риске недополучения прибыли компаниями, которые газом этим торгуют. При том, что мы подобное уже наблюдали в 2019 году, когда избыток предложения составлял порядка, когда на мировой рынок было вброшено порядка 50 миллиардов кубических метров в сжиженном виде, и этот объем, привел к падению цен. В Европе, в Азии, много где. В первую очередь мы говорим, конечно, когда говорим про цены в этом случае, мы говорим про биржевые котировки, не про газ, привязанный к нефти, а про биржевые котировки. И тут можно сказать, все сходится. Катар выбивают просто с мирового рынка. Сейчас у него еще повредят всю эту инфраструктуру, и он не сможет обеспечить поставки газа на мировой рынок. Мировой рынок сейчас, после небольшой лихорадки, которая явно будет в ближайшее время, потому что газа будет не хватать, столкнется с тем, что да, цены вырастут, компании, которые вложили деньги в производство СПГ, получат сверхприбыли. Потом, по мере роста производственных мощностей, этот дефицит будет исчезать. И все это будет происходить за счет объемов, которые будут производиться в Соединенных Штатах. То есть, если сейчас Катар вбрасывает на мировой рынок где-то 100-110 миллиардов кубических метров, а будет вбрасывать 150-160 миллиардов кубов, а Штаты к 30 году собирались нарастить объемы производства примерно на 150 миллиардов кубов, убираем Катар, и все, избытка предложения нету, и вы на коне. Вы фактически захватили весь рынок. Номинально это так.
Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на наш канал в Макс. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.